Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами необычный сюжет. Мы движемся с вами со стороны Савеловского вокзала, северной части третьего транспортного кольца в центр. У нас с вами середина марта. Да-да, это у нас весна. Буквально до этого сюжета температура поднималась где-то день назад до плюс 10. И за эту ночь выпал снегопад. То есть снега не было вообще, и вот он появился, и утренние часы температура показывает уже минус 5. Движемся мы с вами в утреннее время, на дворе уже 8 утра, и запишем с вами поездку через центр города. Мы с вами будем двигаться в сторону Белорусского вокзала, потом проедемся по Тверской в сторону Красной площади, уйдем на Лубянку, с Лубянки спустимся вниз на набережную, через парк Зарядье уйдем в сторону Фрунзенской набережной, ну и далее уйдем в сторону Новодевичьего монастыря. Вы уже многое знаете из моих постоянных сюжетов и поездок, поэтому в этом сюжете я не буду говорить о том, что нас окружает, но поговорю и отвечу на некоторые комментарии, которые в своей сути бывают схожи. Люди сравнивают несовместимые, совершенно несопоставляемые вещи, вот, даже не понимают, о чем пишут, но тем не менее хочется дать вам понять, кто это делает, для чего это делает. И вот в данном сюжете хотелось бы поговорить о том, как работают городские службы, что уже сделано. Вот здесь вот видно, что еще не убран снег, а он укатан, еще не прошли службы городские где-то, да, но в центре уже ситуация совсем иначе, и десант вот появляется здесь, дворники в оранжевых костюмах, высадился уже и убрал вот пешеходные зоны. У вас это все будет возможность это все посмотреть в этом сюжете. Ну а я, с вашего позволения, поотвечаю на некоторые комментарии. Один вот пришел такой комментарий. В сути своей много приходит подобных сравнений, но хочется как раз вот на него ответить, и чтобы у вас было понимание, кто пишет такие комментарии, для чего он пишет такие комментарии, вообще понимает ли он, о чем он пишет. Вот. И давайте попробую объяснить. Я уверен, вы поймете и заодно просто послушаете. Вот пишет нам человек, наш зритель, ник у него Миша Тен, и пишет вот следующее сообщение. Если честно, город невероятно грязный. Почему он такой грязный? Я имею в виду дороги, грязные машины. Почему в той же Скандинавии все гораздо ухоженнее и чище? И при том, что там финансирование городов не идет ни в какое сравнение с московским. Позорище. Вот такое сообщение прислал Михаил, и хочется на него ответить сразу. Михаил, во-первых, вы просто подумайте, что вы пытаетесь сравнить. Что такое вообще Скандинавия, Михаил? Это как минимум Скандинавия в себя включает 3 страны: Дания, Норвегия и Швеция. Вот я жил в Копенгагене в Дании и имел как бы понимание этого города, традиций, народ, вообще, что там происходит. Потом, спустя некоторое время, я уехал в Швецию, в Стокгольм, причем уехал из Копенгагена в Швецию поездом, и есть представление некое, пожил я и там, в Стокгольме, и отвечу вам следующее, что вообще скандинавский полуостров, что он из себя представляет? То есть его длина — это 1900 километров, а ширина 800 километров. Чтобы вы сравнивали с Москвой, я дам вам цифры, чтобы вы просто понимали, что это несопоставимое вообще, это нельзя никаким образом сравнивать именно так вот, как вы пытаетесь это сделать. То есть в Москве, вот если представить Москву, это вот как вот яйцо, такая форма, то есть от северной части верхней до нижней, до южной, всего 38 километров. А ширина, вот МКАД, да, это 30 километров. То есть если вы 1900 против 38 километров, то это 50 раз разбег.
А если ширину хотите сравнить, то 800 делите на 30, получите 26 раз разницу. Так вот, Михаил, я хотел бы вернуться к вашему сообщению, его полностью разобрать и посмотреть, где на самом деле позорище. Вы сравниваете площадь полуострова 800 тысяч квадратных километров. А площадь Москвы, знаете сколько, Михаил? 2500 километров. Разница в 320 раз, Михаил. И что вы пытаетесь сравнить? Вот тот климат, который находится там, с мягкой зимой, ведь средняя температура в январе там составляет всего лишь от минус 4 градусов с северной части до плюс 2 на юге. Вот. А летом там в прохладном, чтобы было понимание, от 8 градусов до 14. То есть, мы не сравниваем скандинавские горы, где там температура в январе до минус 16. Мы будем другие вещи сравнивать. Как вы хотите, Михаил. Вот 43% площади всего полуострова, оно занято лесами. То есть там не просто леса, там таежные леса и сосны, и ели. А вообще полуостров окружает с северной стороны Баренцево море, также с северной и западной стороны Норвежское море, а с южной и западной стороны Северное море, а с востока у нас Балтийское море, плюс Ботнический залив и Финский. То есть, что окружает полуостров? Кругом моря. А что окружает Москву, Михаил? Что такое вообще Москва? То есть, это крупнейший по численности населения города, в котором проживает 12,6 миллион человек. Более того, с учетом того, что город окружают не моря, а города, а в России, напомню вам, у нас проживает 146,7 миллионов человек. Вот вы представьте, Михаил, сколько помимо жителей города к нам приезжает с разных регионов. Вот как многие сравнивают, что Москва, она взаимодействует со всей Россией, туда сливаются все деньги там и так далее. Так если сливаются туда все деньги, как многие утверждают, то вы представляете, какой поток только со стороны России есть транзитных машин, коммерческих, логистических, там, туристических, гостевых и так далее. Я уже про туризм и про путешественников с других стран не говорю. То есть в среднем здесь минимум 15-16 миллионов. А я не говорил про тех, кто трудится, про транзитные машины, про вот коммерческие грузы там и так далее, которые проходят через Москву. Нагрузка на МКАД идет большая. Вот. Так если вы сравниваете это, то есть вот площадь в 2,5 тысячи квадратных километров с 800 тысяч километров это квадратных, то есть население вот самой Скандинавии это 21 миллион человек. Если наши цифры доходят до 15-16, то вот такие площади и такое население вы сравниваете. Причем в Дании, да, в той же самой, в Копенгагене и в том же Стокгольме вы видели когда-нибудь вот такие вот огромные высокие дома? Там они не очень высокие-то. Как это вообще можно сравнивать? Вы представляете, сколько здесь проходят автомобилей за сутки? Как вот некоторые сравнивают с Белоруссией. Как можно сравнивать с Белоруссией, если вся Белоруссия менее 10 миллионов населения человек? Как это можно делать? Вот, поэтому я еще раз говорю, что вещи это несопоставимые и нельзя так сравнивать. То есть есть полное ощущение, Михаил, что вы не были ни в Москве, ни в Скандинавии. Вы где-то что-то увидели и начинаете это сравнивать. То же самое делают многие другие зрители, которые пишут непонятное что, пишут какие-то непонятные, немыслимые примеры о бюджетах, о расходах. Начинаешь конкретно поднимать факты, сразу человек отваливается и молчит. Вот. И более того, я удивляюсь граждан, которые просто не понимают, что вообще происходит, начинают поддакивать, являются сторонниками вот таких бездарных, по сути, сообщений. Вот, немножко отступлю от этого. Добрались мы с вами до Китайгородского проезда, уходим на набережную. Здесь вы видите уже
почистили, вот работают дворники в оранжевых костюмах. Ам, Дорога более-менее чистая. Да, напомню, что в Москве часто применяют реагенты, и тот транспорт, который приходит в город, он все-таки с дна-то своего грязь сбрасывает на дороге. К сожалению, такое есть, да. Большой поток, большое количество автомобилей, оно с реагентами раскидывает грязь, это правда. Но мы берем сейчас в сравнение то время года, когда, по сути, время года, оно не одно из наилучших. У нас будет акция «Чистый автомобиль». У нас будут приводить в порядок фасады зданий, будут приводить эстакады в порядок, освещение, навигацию, будут отмывать остановки, все приведут в должный вид. И тогда вот обязательно в летнее время мы посмотрим на состояние дорог, посмотрим на состояние освещения, на тротуары, на стены, на деревья. Все это мы обязательно с вами разберем и увидим. Более того, не то, что мы будем двигаться на автомобиле, мы с вами пешком посмотрим. И посмотрим, как выглядят пешеходные зоны, лавочки и многое-многое другое. Город сейчас, да, находится не в том состоянии. Неблагоприятное время года, более того, сырая зима абсолютно полностью была. Мы даже говорили о том, что снег был в дефиците, постоянно падали то дожди, то осадки, то минуса неожиданные выкидывались. Неделями шел дождь. Конечно же, при таком движении, при такой интенсивном, плотном потоке, вся эта грязь будет действительно осаживаться и на автомобилях, и на проезжих частях, и на все, что в округе, оно будет, естественно, иметь такой характерный цвет вот реагента грязи. Но это не будет постоянным. Придет то время года, когда будет действительно сухо, когда климат наш более-менее будет похожим, да, и на тот, с чем нас сравнивают, то тогда будет совсем все по-другому. И белые автомобили будут белыми, а не так, как вот движется автобус. Вот. Просто это надо тоже иметь в виду и понимать, что у нас не лето круглый год. У нас сложные бывают дни и выпадает достаточно много осадков. Так же, как вот произошло сейчас. И перепады с 10 градусов на минус 5 это очень серьезные перепады, резкие перепады. Вот, и все подмерзает, и все, естественно, разлетается грязь. Где-то у нас есть сумасшедшие скоростные показатели для городов и для мегаполисов, такие как 80 километров разрешенная скорость, где люди могут прибавить еще 10, еще 15, да, до штрафа, потому что у нас превышение начинается штрафовать от превышения свыше 20 километров в час. Поэтому там, где висит 80, там люди ездят 90-95. На Московской кольцевой автомобильной дороге ограничение 100. Соответственно, машины могут двигаться 110-115 км в час. И грязь, вот эта вот каша, она будет разлетаться. Это безусловно. В целом, в городе у нас движение 60 км в час. Но тоже вот при такой каше, конечно же, это будет разлетаться. Ну, обдаст витрину, да. Но службы соответствующие приведут это все дело в порядок. Поэтому я не вижу здесь особой сильной проблемы в том, что выехал грязный автомобиль, и по этому, потому что он будет действительно через 5-10 минут, любой автомобиль грязный при таких условиях. Причем, если такие условия будут в той же самой Скандинавии, то он будет абсолютно такой же. Вот, поэтому нельзя так сравнивать, нельзя об этом так говорить. И, конечно же, я буду всегда защищать свой город. Буду защищать граждан, которые проживают здесь, потому что много идет вот таких непонятных, необоснованных выводов, которые просто вот где-то что-то услышал и сказал. Вот, поэтому буду приравнивать и прикладывать факты, которые позорище-то на самом деле здесь не в этом, а позорище в том, что не знают люди, что они несут. Чушь полнейшую.
Добрались мы с вами до Фрунзенской набережной. В летнее время здесь будет все иначе. Мы обязательно здесь с вами погуляем. Министерство обороны здание появляется у нас. Очень красивые будут виды и в вечернее время суток. Кстати говоря, мы уже сделали достаточно много разных сюжетов, и я вас приглашаю, всех тех, кто вновь подключился, переходите. То есть у нас формат сюжетов немножко другой. Мы с вами делаем зарисовки и наблюдаем за тем, как развивается город. У нас очень много музыкальных сюжетов, и их смотрят люди из разных стран. То есть такие сюжеты с таким форматом становятся международными. Все сюжеты идут с переводом на испанский, на немецкий, на английский, на французский, на итальянский язык. Многие задают вопросы, чтобы я это делал, поэтому там, где зарегистрированы аккаунты, там, где есть соответствующий язык, там перевод идет на этом языке. Поэтому смотрят нас, несмотря на небольшое количество постоянных зрителей, более чем в 60 странах. Как и наши соотечественники, так и иностранные граждане. И это очень приятно. Люди интересуются городом, интересуются жизнью, традициями, народом, что здесь происходит. И у нас есть такая возможность. Многие наши поездки, которые мы с вами сделали в разное время суток и года, дополняются разными ссылками, которые появляются в правом верхнем углу. Где-то мы рассказываем о том, что здесь уже были наши прогулки. И перейдя по этой ссылке, вы можете посмотреть, что здесь выглядит, как это выглядит место, что здесь происходит. Поэтому многое-многое у нас еще впереди. Потихонечку мы добавляем новые проходы, новые сюжеты. Но в целом формат канала и направление не в том, чтобы что-то обсуждать, да, а наблюдать за тем, как меняется город, потому что развиваются новые технологии, навигация новая появляется, транспорт новый появляется, дома новые появляются. И мы находимся сейчас в самом интересном жизненном таком движении в городе, когда идет обновление всего, что нас окружает. Эстакад, дорог, улиц, районов, хордовых сообщений, транспорта и так далее. И действительно за этим интересно наблюдать и нам, горожанам, и гостям столицы, и тем, кто планирует сюда приехать. Интересно абсолютно все, как передвигаться в городе, что окружает какие-то улицы, в какое время года, как выпадают осадки, как убирает тот же самый город. И вот есть у вас такая возможность, вы можете посмотреть. Все это будет убрано. То есть где-то уже к середине дня выйдет техника и в районах, прилегающих к центру. Все это уберут, пройдут уборочные машины, потому что дворники сейчас сгребают все на основные дороги. И все это будет вывозиться, будет чистый город. И это мы увидим с вами. Ну а впереди, кстати говоря, появился очень интересный автомобиль. Вот так вот он выглядит, красненький. То есть у нас с 1 декабря 2019 года мы вот сможем увидеть на наших дорогах вот такие автомобили с буквой «АНИ», значит, в красном треугольнике предупреждающий знак. Выглядят они примерно вот в разном раскрасе. Значит, и такие наклейки будут иметь как раз автомобили беспилотные, то есть автомобильное вождение будет автоматизировано. Не стоит так сильно бояться, так как за рулем таких автомобилей на тесте будет находиться оператор, который будет экстренно вмешиваться. И самое приятное, что вот эти вот беспилотные автомобили Яндекса, вот одна из моих любимых компаний, вот, то есть IT-компания планирует массово внедрять в своем сервисе в Яндексе и такси, а также дальнейшими беспилотные технологии Яндекса будут использованы и в других компаниях, в разных автопроизводителях. Разные сервисы такси и каршеринг тоже будет в дальнейшем тестироваться.
Вот, и будут несколько уровней автоматизации таких автомобилей, то есть они имеют градацию от 0 до 5, то есть нулевой уровень будет означать обычную машину, которой полностью управляет водитель, а вот уже 5-й, высший уровень, это стопроцентный беспилотный автомобиль, который будет двигаться из заданных точек, то есть из А в Б, и будет парковаться без участия человека. Вот сейчас именно как раз проходит тест с оператором, с водителем, и тестирует, обратите внимание, он идет по обочине, там, где не чищено, то есть он пытается подруливать, ввести автомобиль в занос и смотреть, как работают системы. И вот очень я рад, что у нас есть такая возможность увидеть это. Вот так вот движутся технологии в городе, вот так вот они применяются. Вживую фактически вы видите, как испытывается такая машина. Почему она испытывается вот, именно в такое время года? Для того, чтобы отработать все непредсказуемые моменты, которые могут быть. И вот как раз это будущее. Скоро в городах будут ездить такие автомобили, которыми мы будем активно пользоваться. Да, я понимаю, что во многих городах уже есть такие автомобили на дорогах, и они тестируются, но я рассказываю вам о том, что происходит в городе, в котором я родился, учился, живу и работаю. И вот очередной пример всему. Это вот такая вот машинка, которая в будущем станет, ну, уже обыденной частью, обыденной жизнью города. Добрались мы с вами до набережной. Немножко я отклонился от основной темы, но тем не менее прокатился вместе с вами, поговорил и сделал акцент на том, чтобы вы не всегда обращали внимание на то, что пытаются донести некоторые зрители, цели у которых совершенно в ином. Подцепить, зацепить. Как правило, это люди, которые живут не в городе, пытаются каким-то образом поднять шум. Но, честно сказать, мы уже привыкли к этому и готовы дать достойный ответ, прикладываем, как правило, к таким ответам факты, и человек просто уходит в тишину, к сожалению, и не продолжает беседу, потому что сказать уже в ответную нечего. Уверен, что немножко нам осталось, и будут сюжеты уже другие, приведут в порядок и город. Для меня он в любое время суток, в любое время года, каким бы он ни был, он родной. И сказать о нем плохо я просто не могу. Он чистый город. Просто когда он был действительно грязным, а такое было, вот, мы тогда молчали и надеялись на то, что нашими стараниями и нашей верой он будет намного светлее и чище, и он таким стал.